Здорово, и как всегда, добро пожаловать на мой гейский геймерский канал Вадич Аурус Фантом Элит Рокстрикс Гейминг РЖБ+. Я в очередной раз хочу попросить прощения за столь долгое отсутствие, но сами понимаете, лето, дача, шашлычки, речка, кишечная палочка после речки, в общем, все как положено. Но про своих кентов я не забываю, так что, как и просили, получите продолжение Амнезии, а точнее Амнезию Возрождения. В этот раз фриктионалы решили не перекидывать ни на кого свою работу, как это было с Amnesia A Machine of Peaks, и сделали игру сами. При этом поднялся графончик. Вы только посмотрите на это разрешение, на эти текстурки. Жаль, что не видно всей красоты из-за битрейта на ютубе. Благодаря всем этим современным технологиям, главный герой это не просто летающая рука, и его арт выглядит так. Теперь это полноценное туловище с довольно приличной фотосессией. Конечно же, вместе с этим появились полноценные катсцены и полноценные диалоги. И не забываем про сюжет, который постоянно держит, что-нибудь держит, короче. Все это приправлено довольно интересным сеттингом. Жара, пустыня, пещера, зеленая пустыня, узкая пещера, широкая пещера. В общем, интересно, а то можно до утра перечислять все это разнообразие. Поэтому катапультируемся в игруху, короче. Играть, кстати, я буду в классическом режиме, а не в приключении, потому что мне и так приключений на жепу хватает. Сразу нам показывают слайд-шоу с пацанскими цитатками по типу «Время идет», «Время гнусный воришка», «Оно украло твои воспоминания», «Агония угасла, но с ней и драгоценные мгновения радости». «Делай как надо, как не надо не делай, ведь жизнь — это дорога длиною в жизнь». Я думаю, тут все понятно, очень душевно, и после события нас переносят в самолет, где наша главная героиня Настя Трианон и ее муж Салим вместе с командой летят на экспедицию в Алжир. Я так понимаю, Салим сыкунишка, боится каждого шороха, самолет один раз тряхануло, и Настюхе уже пришлось его обезьянкой успокаивать. Но чуйка у него реально рабочая, правда ничего серьезного не произошло, просто турбина наебнулась. И ребята пошли на мягкую посадочку. Don't forget. Вот эти скримеры рандомные намекают на то, что Настюха все забыла и почему-то начала грить, что ее зовут Таиса. И очнувшись, она хотела с кем-то бороться, правда босса качалки рядом не оказалось. Зато поблизости была бутылочка боярышника, которая немного остудила Настюхин пыл. После чего игра нас знакомит со своим довольно дивным интерфейсом в виде блокнота, в котором будут разные зарисовки воспоминаний, задания и прочего. Что сразу становится очевидно, так это то, что разработчики зареспавнили нас не с самого начала, потому что в самолете никого нет, и доктор Метцер пытался дозвониться до Настюхи, чтобы сообщить о найденной помощи. Но поскольку она не смогла ответить, придется искать всех своими силами. Мне, честно говоря, непонятно, как Настя потеряла память. Типа в первой части Денчик выпил удачный сорт боярышника, а во второй части Освальд подхватил трипер в Мексике. А Настя, будем считать, что она перегрелась на солнце. Ну да ладно, Анастейша там вспомнила, что вся братва пошла отвисать в ближайшую пещеру. Но попав туда, обнаружила один трупак, что-то, что забыли перевести хотя бы на эльфийский, и документы некоторых личностей из нашей компашки. Есть еще полный список всей группы, у них был даже стрелок, но раз все пропали, я думаю, это был стрелок сигарет. Вообще, тут типа немножко раскрывается, кто есть кто из ребят, но интересный только Хэнк, которого окружали успешные женщины. Ну и это, в принципе, вся прикольная инфа, так что не вижу смысла тут задерживаться и пойдем искать Салима. Правда, дальнейший геймплей выглядит как говно, ты просто бежишь, куда глаза глядят, параллельно зажигая кастрики спичками, но вот зато прикольно сделали, что зрение как будто адаптируется в темноте. Особо это не помогает, потому что Настюху начинает штормить, если долго ходить без света. И это еще полбеды, так как она не может носить больше одного коробка спичек, и я не понимаю, неужели это так сложно? Почему в ее карманы влазит альбом для рисования форматом А0 841 на 1189 мм, а второй коробок нет? Я уже молчу про 347 пустых клеток в инвентаре, которые будут в основном пустовать. К счастью, есть кое-что интересное среди всего мрака вокруг. Настюха споткнулась и упала в обрыв, где ее подобрал местный Верзила. И что же он с ней сделал? Перенес в другую пещеру. Я думаю, никто вначале не обратил внимания, что у Насти на запястье роликсы за 5 кусков. Так вот, в этот момент выяснилось, что они даже рабочие и могут открывать портал в другие миры. Если что, модель называется Амулет Странника. Вдруг кто захочет купить, ссылка в описании. Короче говоря, благодаря роликсам Настя попала в другое измерение, и поначалу все выглядит красиво, прикольно, но потом ни хера не видно из-за спецэффектов в лицо, и Настюха со мной согласна, кстати.
this. Но несмотря на это, нашла профессора Герберта из первой части. Дружище, правда, присох немножко, но это простительно, все-таки с 1839 года тут чилит. Что вообще все это значит? А значит это то, что наша братва рухнула на то самое место, где со своей экспедицией отвисал Денчик, то есть в гробницу Тинхинан. Плюс ко всему, это немного дополняет сюжет первой части, и теперь мы знаем, куда все пропали, застряли в другом измерении. Потому что Герберт был первый, кто нашел роликсы, что у Насти на запястье, и впоследствии их потерял, а как они оказались у Настюхи, это уже другая история. Полезная инфа на этом заканчивается, и пора выбираться отсюда, но, к сожалению, Настюху это так просто не отпускает, и выход засасывает ее как пылесос Керхер в воспоминания. По большей части там рассказывают про ее личную жизнь с Алимом, какие у них были неабьюзивные отношения, надевать, сука, это чертово кольцо. И выясняется, что у них была дочь по имени Эллипс, а почему была? Потому что погибла от дегенеративного заболевания. Это все иллюстрируется через загрузочные экраны по ходу игры. Вот это прикольная картинка, кстати, не хватает только слюны изо рта, типа... Ну еще Настюха работала составителем чертежей, и я держу в курсе, что должность человека, который чертит чертежи, правильно называется чертила. Короче, в последний момент мы наблюдаем гигантского эмбриона, и я надеюсь, что между ног у него такое длинное, это пуповина. Очнулась Настюха где-то посреди пещеры, и сама судьба направила ее по правильному пути. Сначала она нашла макаку, что давала Салиму в начале, а потом вспомнила, что беременна. Привет, я Настя, мне 15 лет. Я беременна. Но дальше не легче. Буквально за стеной с открытыми глазами спал Салим. Настя не смогла на это смотреть и решила все-таки закрыть ему глаза, заодно забрав перстень на большой палец вместе с лампой. Толку, конечно, от нее не так много, потому что начался обвал, Настюху завалило, и пока она была в отключке, топливо кто-то слил. Благо спички оставили, и можно наконец-то выйти в свет. Помимо новой пустыни, нас еще встречает новая механика — потрогать живот. И как бы это сказать, с Настюхой происходит что-то непонятное, ведь с момента зачатия прошло пару недель, а живот вырос так, как будто прошло уже 85 лет, и она еще сверху шавой заела. Это все, конечно же, попозже вспомнится, а пока впереди только крепость, в которой наша братва тоже отвисала. На них тут напали, и поэтому сейчас это место пустует. Но если немножко походить и поизучать местность, можно наткнуться на трубу, из которой слышно доктора Метцера. Конечно же, добираться до нее нужно через 3 пизды колпак, потому что все двери в комнату закрыты. И вот начинаются старые добрые головоломки. Правда, в этой части они разбавлены большим количеством темноты и скримеров, и знаете, я играл ночью в наушниках, поэтому в некоторых моментах чуть не выпустил коричневого Джо. Но вот головоломки, правда, не то чтобы интересные, потому что подсказки в виде рисунков, ну прям кричат, что нужно сделать. Единственное, если вы такой же невнимательный еблан, как я, то тоже пробегаете в одном месте часа полтора. А так все предельно просто и понятно. С помощью троса от баллисты поднимаемся наверх, и там как раз над нужной нам комнатой уже проваливается пол. Если перенести колеса на рядом стоящую пушку, то можно будет провалиться в эту щелочку. И вот теперь мы на трубе, а ведь прикиньте, в те времена именно такими мобилками и флексили в метро. Ну да ладно, Настюха все-таки вышла на связь с доктором, и он ей сказал, что находится в местном поселении и нашел там помощь. Настя попыталась спросить, что с ней происходит, но начала пропадать связь, и все, что она услышала, это то, что нужно как можно скорее туда выдвигаться, а идти примерно час. Но это если не будет никаких проблем, и понятное дело, что проблемы будут. Во-первых, мы целиком увидим Чупакабру, которая напала на наших кентов, когда они тут были, после чего будет просто зубодробительная погоня. Во-вторых, на выходе калитка окажется немного сильнее Настюхи, но, к счастью, на территории стоял танк МС-1. Разрабы не просто так его поставили тут, внутри него находится ключ, который поможет войти в помещение для изготовления снарядов. Там нас ждут ловушки, полноценный паркур. И экстремальные замки. Все это будут препятствия перед ингредиентами для снаряда, и после их сбора, как говорится, охапку дров, снаряд готов. Останется только зарядить танк и... Есть пробитие. Истребитель мне в ангар, ну теперь точно больше часа придется идти, а Настюхе вообще плевать, я смотрю, придавила танком и обломками, а она встала, отряхнулась и пошла гулять дальше по этим подземным катакомбам. Но если пройти дальше, то это уже больше похоже на гигантскую цистерну. Здесь надо разгадать судоку с бочками, пару раз столкнуться с местными, где-то постелсить, где-то побегать, где-то показать борьбу, но как итог Настюхе все же удалось смыться в прямом смысле этого слова, и что самое интересное, внизу Настюхе померещился дух, который указал путь из пещеры наружу, и она опять смылась, и опять в прямом смысле
смысле этого слова. Таким интересным образом мы выходим к оазису и находим кое-что интересное в виде записки от самой Настюхи. Она раскрывает некоторые моменты, например, что ребята после крушения искали помощь, но на них напали чудовища под названием гули. Правда, это не токийские гули, но хоть какие. К тому же ребята наткнулись на духа, который мерещился Настюхе. Именно она вручила нашей главной героине роликсы и попробовала вылечить ребят. Но поскольку всех, кого мы находили, были мертвы, я так понимаю, медицина была уровня Зимбабве. Ну что же, мы все ближе к правде и все ближе к доктору Мецеру. Он как раз вышел с Настюхой на связь, и она опять сразу залетела с вопросами, что вообще происходит и что вообще с нами всеми случилось. Но доку было впадлу все рассказывать по телефону, поэтому он сказал идти на дым, а на месте все объяснит популярно и доходчиво. Собственно, дымок-то уже на горизонте маячит, но учитывая любовь Настюхи к смыву и к щелочкам, так просто дойти не получится. Потому что она опять упала в дырку, и прикол-то в том, что это открылся просвет между мирами, а я как раз напомню, что просветы должны открываться только при включенных роликсах, а в этот раз Настюха их не включала. Где-то мой счетчик киноляпов, думали, я не обращу внимания, я выведу вас на чистую воду, разработчики, понятно? Ладно, что-то мы отвлеклись, дырка-то нас привела в древний храм императрицы Тианы, о котором писалось в записках профессора Герберта, но, честно говоря, мне это больше напоминает инопланетную цивилизацию. Тут прям светоголоволомки, голографические записки со встроенным Google транслером и даже двери кнопкой открываются. Тут практически все записки о энергии Витая, которая добывается из людских страданий, и с помощью нее можно делать все, что угодно, начиная с электроснабжения, заканчивая лечением всяких триперов и поддержкой жизни. Вдобавок, Настюха еще нашла сферу, прямо как в первой части, и использовала ее для того, чтобы запитать перемещатор предметов 3000, благодаря которому смогла открыть выход, и, о боже, сама тень из первой части прогнала ее из этого места. Отсылочки, да-да. В общем, Настюха Себастьяна из этого места через разлом, который вывел ее снова в воспоминания, и снова она видела свою дочь и то, как она любила гулять по парку. Под конец опять гигантский эмбрион на фоне, и Настя очнулась в очередной пещере, а живот распух еще больше. Здесь надо найти секретный проход и Спустившись ниже по лестнице, нас снова встречает тень, но, как говорится, быстрые ноги пизды не боятся, так что без проблем уходим от опасности. И после погони Настюша попадает в что-то похожее на зал для телепортов, и опачки, я оказался прав, и кто бы мог подумать, портал настроен сразу на тот городок, где находится Док со своей подружкой Ясмин. Так что вот наша цель на ближайшие пару часов. Поизучав местность, Настя наткнулась на лагерь профессора Герберта, и просветилась интересная инфа о том, что профессор на самом деле организовал не просто экспедицию ради экспедиции, а все это было по велению главного антагониста первой части, Сашки Брендибургского. И, конечно же, упоминается, что Денчик болван и разбил сферу. И еще здесь лежит чекушка Ричарда, просто держу в курсе. Помимо лагеря есть еще зал с очень большими опорами и небольшой головоломкой, которая, скорее всего, включит портал. Но перед тем, как ее разгадывать, можно поизучать близлежащую щелочку и найти еще пару документов вместе с Гулем. Правда, он подвис немного. Ах ты, наебал меня, ну спасибо, что подкинул. Короче, Себастьяна отсюда и приступаем к головоломке. Я вообще не нашел никаких подсказок, как ее разгадывать, поэтому я, как настоящий мужчина, сделал все наугад методом тыка. И спустя часок-другой появился луч, и теперь остается его сфокусировать. А когда луч будет ненавязчиво проходить через все 3 технологических отверстия, можно произвести запуск. А вы думали, мы сейчас полетим? Не, я сразу знал, что выскочит какая-то бяка. Так оно и оказалось. Одна бутылочка 0,7 в системе снабжения оказалась пустой. И полетим мы только тогда, когда она будет заполнена энергией Витая. А вторую можно взять с собой, чтобы открыть калитку в форме гроба. Вот и начинается очередное путешествие по темным уголкам этого храма. И обстановка все больше нагнетается. Во-первых, Настя наткнулась на очередного члена экспедиции. Во-вторых, какой-то неизвестный шепчет в темноте что-то не на русском. Продвигаясь на этот шепот, Настюха выходит в необычный лабиринт, где ты вроде идешь в открытый проход, но калитка перед тобой резко захлопнулась. Я сразу понял намек и приготовился к тому, что сейчас за мной будет охота. И как предвещала моя чуйка, Настюха вышла на этого неизвестного и началась драка за жизнь. Но нельзя сказать, что я не удивился, когда неизвестный узнал Настюху и сразу понял, что беременная женщина всегда готова к схваткам, да и на двоих нападать тоже такая себе перспектива, поэтому он решил просто уйти, но не потому что сдался, а чтобы напасть в тактически подходящий момент. И у него такая смешная анимация бега, ну просто ржомба.
Было, конечно, весело с тобой круги наворачивать, дружище, но мне пора, время, деньги. И вот только стоило мне уйти, Настюха вспомнила, что этот неизвестный оказывается Леон де Врис, организатор экспедиции. В связи с этим возникает закономерный вопрос, а как он стал не токийским гулем? Этот вопрос, я считаю, очень важно раскрыть. Но пока что впереди нас ждет не менее интересное событие. Настюха найдет Ричарда, прикованного плюшевыми наручниками к стойке, и над ним доминирует гуль. Естественно, я сразу по-гейройски побежал в комнату, чтобы спасти его. А, я понял, то есть на меня вообще похую. Поэтому я, не раздумывая, приступил к освобождению Ричарда, и гуль все же соизволил отреагировать. Вот что реально минус игры, так это скорость Настюхи, потому что сейчас он меня поймал только из-за того, что я его уже начал на круг обгонять. Но это все мелочи, ведь надо было всего-то за ним дверь прикрыть, и после я понял, что быть добрым это не всегда хорошо, потому что в благодарность за спасение Настюха получила пиздюля кирпичом по лицу, и началась вакханалия. Она просто как гуль накинулась на Ричарда, а в глазах что-то непонятное творится. В итоге минус Ричард, но зато нам наполнили бутылочку Витая, и Настюха немедленно сообразила, что пора обратно к порталу, и что она, как Леон, тоже превращается в гуля. Как говорится, вспомнишь солнце, вот и лучик. Я тут притаился! Но Настюха в очередной раз смылась через канаву, потом через тоннельчики выбралась обратно к лагерю. В этот раз она уже заряжена 2 бутылочками, и если вы подумали, что сейчас мы полетим, нет, сегодня мы никуда не полетим, потому что Настюха провалилась в очередной раз под землю. И в контузии увидела духа прям вживую, а уже оклемавшись, начала переживать за ребенка. Все ли у нее хорошо? Да, мам, у меня все хорошо, на нас же всего-то полздания обрушилось, а ты уже так волнуешься. В общем, все, что нам остается, это, как ни странно, выбираться. В основном придется блуждать по развалинам и пещеркам, в которых дохера и трошки гулей на квадратный метр. Ну что, парашники, почему еще не налито? Да я пошутил, хлопцы, только не потрошите меня, пожалуйста. Полностью согласен с Настюхой, нельзя, чтобы эта шайка нас услышала. Я понял, вопросов больше нет. В общем, выбралась Настюха через кровь и пот на поверхность, и теперь появился шанс наконец-то улететь через портал. Только есть одно но, луч был расфокусирован, из-за чего пришлось все делать заново, к тому же нашествие тени заставляло быстрее шевелить булками. Вдобавок к этому портал еще перебинтили с города на Парашу, но уже хоть куда полетели, особо нет времени думать. По итогу Настя прилетела хер знает куда, но зато все выглядит более-менее цивильно. Приятным бонусом здесь можно сделать УЗИ и узнать, кто же у нас родится, мальчик или девочка, а может быть гендер-флюид сегодня, то завтра другое, а послезавтра нечто совершенно иное. Ну ладно, это я уже увлекся, будет девочка. Кстати, Настя уже начинает немножко крутить живот, и тут как тут зареспавнился дух и напомнил ей, что ребенок тяжело болен, срочно нужно спасение, после чего показала, в какую сторону спасаться надо. Настюха, конечно же, недолго думая, полетела за ней, и таким образом добралась до кресла, которое может ее исцелить, но для начала нужно его зарядить энергией Витая. В поисках всего необходимого Настя вышла в местный метрополитен, и появилась светлая мысля, может быть, уехать отсюда, но понятное дело, что найдя источник питания, всего этого дела просто так уйти не получится, потому что придется мансить от нового противника, который владеет тактикой бесконтактного боя. Но Настя не была бы Настей, если бы не смогла его обойти. В итоге поезд включается, а лечение я решил пропустить. Ну точнее, я забыл про него и уехал просто. Тем более нормальные пацаны лечатся пузырьком боярышника, а эти ваши технологии никому не нужны. Короче, мне до станции метро Девяткино. Oh no. А, так это не метро, оказывается, а трансфер для перевозки трупов. Получается, пропускаем нашу станцию. Вместо того, чтобы выйти через просвет, призрак нас высаживает за неуплату проезда. И как бы то ни было, необходимо выбираться на своих двоих. Честно говоря, дальше идут душные прятки против этого призрака. Но мы не будем заострять внимание на этом и сразу перейдем к тому, что Настя все-таки нашла просвет, который ввел ее в очередное видение, где уже сидела не Эллипс, а Амария, ее будущая дочь. Да, она ей уже дала имя, я просто упустил этот момент, потому что, ну, как всегда. После
Облагов Настюха очнулась возле городка, где сидит доктор Метцер. Вот так повезло, но есть и проблема, надо спешить, потому что роды уже начинаются, и быстренько сюда через тудой добираемся до башни. Настюха так спешила, что угодила в ловушку, но все же ей повезло, что рядом оказалась Ясмин, а может и не повезло, ведь она призналась, что превращается в гуля и убила всех своих. Несмотря на это, она все же смогла временно себя сдержать и освободила Настюху, дав ей убежать. К сожалению, ее скорость подвела, и Ясмин смогла догнать свою жертву, но благо рядом оказался Док и пустил ей пулю в лоб. Пока Настя была в отключке, Док связал ее и пояснил, что это все потому, что она гуль, но пообещал спасти ребенка и принял роды. Вот с этого момента и началась развязка. Если говорить вкратце, то после крушения Рибзя наткнулась на императрицу Тиану. Еще раз напомню, что это тот самый дух, которого видела Настюха. Она их вылечила с помощью энергии Витая, но одна мелочь прояснилась только сейчас. Она это все сделала взамен на Настюхину дочь, но Настюха закозлилась, из-за чего Тиана некоторых участников экспедиции превратила в гулей. Естественно, почти вся экспедиция на нее обозлилась, потому что из одного ребенка она пожертвовала по факту всеми. Это напоминает ситуацию, как в школе. Накосячил один, а наказывают весь класс, и потом все одноклассники хотят тебя в ломбард сдать на органы. Собственно, Док так и поступит. Он забрал ребенка и понес его Тиане. Мать, естественно, в ярости от этого, что аж порвала веревки и погналась за доктором. Он все же ускользнул на лифте, и пока Настюха разглядывала свое разбитое лицо в отражении и активировала второй лифт, после чего добралась до покоев Тианы, Док уже успел отдать Амари, за что не остался безнаказанным. После всего этого Тиана попыталась пояснить Настюхе, что ребенок сможет жить только с ней благодаря энергии Витая, но матери тяжело принять этот факт, и она все же выбила пару минут, чтобы попрощаться с Амари и, конечно же, показать ей цицку. С этого момента перед нами стоит выбор: оставить дочь или забрать ее с собой. Если забирать Амари с собой, то можно либо просто убежать в портал и оказаться в Париже, либо же уничтожить все источники питания Тианы, и тень сожрет все, включая Настю и Амари. В случае же, если оставить ребенка, то, во-первых, это все же как-никак грустновато, во-вторых, Тиана просто добьет Настю, окончательно превратив в гуля, после чего нам покажут сцену, где уже обращенная Настюха оставила свой альбом в куче какого-то говна. Вот так вот, в зависимости от выбора игрока, может закончиться игра. И напоследок скажу пару интересных фактов. Дельфины какают по 14 кг в день, и Настя на самом деле никогда не умирала. Всякий раз, когда ее убивали, она на самом деле превращалась в гуля. Как-то так, короче. На этом у меня все. Благодарю всех за просмотр и поддержку. Всех люблю, целую и до встречи в следующем видосе.